Маше было 22 года, когда она узнала, что беременна. У девушки был молодой человек, любящий ее. Однако он, как узнал, что скоро станет папой, быстро ретировался. На звонки не отвечал, да и дома никогда не было. Его родители сказали, что Пете не нужен ребенок, он только начинает жить. Ему предложили хорошую должность в Москве, и он уехал строить карьеру. Когда Маша со слезами на глазах спросила «А как же я?», то мать Пети вынесла небольшой сверток. Там были деньги на аборт. Девушка не стала брать подачку и убежала к себе домой. Как стало известно, ее мама, Ольга Александровна, тоже была не рада известию. Она выгнала девушку из дома, сказав, что можешь не возвращаться назад, когда родишь. Маша в прямом смысле слова начала бомжевать. Вначале ее пускали подружки переночевать, но у всех была своя личная жизнь, и Маша начинала мешать. Как только девушка ловила недовольные взгляды, то быстро собирала вещи и переезжала жить к другой подруге. На 8-м месяце беременности друзья закончились, и Маше пришлось ночевать на вокзале. Там ее заметила одна женщина, она была владелицей небольшого кафе, и предложила поработать до родов официанткой. Еще добрая знакомая разрешила пожить прямо в кафе. Маша согласилась, сейчас для нее это был лучший вариант. Спустя несколько недель начались роды. Она приехала в больницу и совсем скоро стала мамой симпатичного мальчугана. Ее сердце разрывалось от боли. Но Маша понимала, что забрать ребенка с собой она не сможет. Она оставила ребенка в больнице, написав лишь на небольшом клочке бумаги: «Прости, сынок, забрать тебя не могу, мне и самой жить негде. Надеюсь, ты найдешь хорошую семью». Маша не вернулась домой к своей матери. Она сильно сдружилась с той женщиной, с которой познакомилась на вокзале и осталась жить и работать у нее. Сейчас Мария Александровна не похожа на ту бедную девушку, Машу, которая ночевала на вокзале. Она сильная и властная, у нее получилось накопить денег и купить небольшое кафе, потом еще одно. Сейчас она владелица целой сети. Но все 20 лет она жалеет лишь об одном, что в ту ночь не взяла своего сына с собой. Может, поэтому у нее и не было больше детей. Однажды управляющий одного из кафе позвал ее, говоря, что в зале ждет мужчина и просит увидеться с владелицей. Она подошла к столику, мужчина обернулся, и Мария узнала тот самый взгляд, который она видела лишь однажды, 20 лет назад в роддоме. «Здравствуйте, я Дмитрий, и похоже, я ваш сын». Молодой человек улыбнулся и протянул ту самую записку, которую Маша оставила в роддоме и оставила вместе с ребенком. «Ну как? Как ты меня нашел?» – обомлела женщина. «Это не важно. Знаете, из записки я понял, что вам было очень плохо, поэтому вы оставили меня в роддоме. Но я не держу зла, я пришел сказать спасибо. Благодаря вам у меня было отличное детство. И мои родители – небогатые люди, и нам часто не хватало денег на еду, но у них не возникало ни одной мысли бросить ребенка, даже не родного», – сказал Дмитрий и ушел. Маша сидела за столом, сжимала ту самую записку, и ей было очень плохо. Она рыдала навзрыд и понимала, что никогда не сможет забыть ту ночь, когда отказалась от своего сына.